Психология – важная составляющая покера. Умение справляться со сложными ударами дисперсии – обязательный навык профессионалов. А что если весь твой жизненный путь на старте – это сплошной даунстрик, из которого приходится прорываться в состоянии постоянного стресса? Можно ли при этом не превратиться в озлобленного монстра, а стать почти просветленным эталоном игрока, интеллектуала, отца и супруга? Еще как можно, ответит герой нашего сегодняшнего выпуска. Джейсон Кун – один из самых успешных покеристов современности, с суммарным профитом только в живых событиях почти в $60 миллионов. Глядя на этого улыбчивого, позитивного парня, сложно поверить, насколько тяжелым был его путь. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Джейсон Кун родился 14 августа 1985 года. Его малая родина – небольшой городок Уэстон в штате Западная Вирджиния. В этом месте и сейчас проживает менее 4000 человек, а в юности будущего покериста еще меньше. Детство Джейсона нельзя назвать счастливым. Его отец был далек от эталонного образа главы семейства. Побои и эмоциональное насилие – часть жизни мальчика на протяжении 8 первых лет. Затем его мать нашла в себе моральные силы и перевезла детей в округ Льюис. Это местечко в небольшой горной низине стало настоящей отдушиной для мальчика, который впервые вдохнул воздух свободы и ощутил себя счастливым. Они жили в небольшом фермерском доме, хотя сами фермерами так и не стали. Мальчик любил ходить на озеро, где проводил целые дни с удочкой. Пожалуй, переход от постоянного нервного напряжения к спокойной, размеренной жизни помог Джейсону разобраться в себе и стать целеустремленным, рассудительным юношей. Эти качества очень даже пригодятся ему в будущем. В школе Кун почувствовал тягу к спорту. Он стал играть в бейсбол и мечтал оказаться в низшей профессиональной лиге, что позволило бы начать профессиональную карьеру. Но из-за высокой конкуренции парень вынужденно переключился на легкую атлетику. Дело в том, что бедная семья не могла себе позволить оплату колледжа для молодого человека. В США самый доступный способ получить стипендию – именно спорт. Учеба в колледже была для Джейсона настоящей идеей фикс. За много поколений никто из его семьи не учился в высших учебных заведениях, и он был готов на все, чтобы разорвать цепи провинциальной безысходности. И ему удалось это сделать. Поначалу Кун не слишком тянулся к знаниям. Он говорил, что важен сам факт достижения. Но ближе к концу обучения парень вдруг осознал, что новые знания в сфере делового администрирования и финансов развивают ум и дают большую свободу. Поспособствовало увлечению саморазвитием и неудача в спорте. Кун получил травму бедра и оказался в сложнейшей ситуации. Лишение стипендии могло бы означать конец учебы и крест на перспективах юноши. В этот момент он случайно узнает, что соревноваться можно не только на стадионе, но и сидя за компьютером. Обучение в колледже стоило $115 тысяч в год. Баснословная сумма для мальчика из почти нищей семьи. Но Джейсон не был готов расстаться со своей мечтой. Итак, 2006 год. 3 года назад некий Крис Манимейкер взорвал индустрию покера, заработав миллионы долларов за победу в главном событии мировой серии. Развиваются онлайн-румы, поля которых кишат откровенно слабыми игроками, а талантливые энтузиасты умудряются проходить по несколько лимитов буквально за ночь активного гринда. Джейсон находится на дне, но не в отчаянии. Его мозг занят поиском источника денег, способных перекрыть образовавшуюся дыру в оплатах за колледж. Он просматривает вакансии, которые можно совмещать с учебой. Но внезапно его сосед по комнате показывает ему ноутбук, на экране которого открыты столы. Он играет в карты против живых соперников и говорит Куну, что тому стоит попробовать онлайн-покер. И Джейсон делает депозит. Юноша быстро осознал, что в этой сфере действительно есть деньги. Но не мог быть уверен, что можно выйти на необходимый шестизначный доход. И все же, получив немного практики, он решает рискнуть. Впоследствии он скажет: «Нужно иметь смелость, чтобы решить, что лучше для вас. Нужно ценить себя и не полагаться на суждения других. Я знал, что есть вероятность претерпеть неудачу, и что люди будут надо мной смеяться. Я был в ужасе от этой перспективы, но не собирался сдаваться. Я с детства научился пробиваться сквозь стены». Собственно, покер стал очередной такой стеной. Джейсон разогнался и побежал прямо на нее. Сперва он выиграл несколько фрироллов в Poker Stars и стал быстро прогрессировать.
И дело вовсе не в удаче. Близкий друг Куна, Филь Гальфонд, в будущем скажет: «К счастью для меня, Джейсон и я редко пересекаемся за покерным столом, потому что мы специализируемся на разных играх. Я думаю, что главная причина его успеха в том, что он считает, что если не будет работать лучше всех остальных, то не сможет соревноваться на самом высоком уровне. Он гораздо больше одарен от природы, чем сам думает. Но такое отношение сослужило ему хорошую службу». Дело именно в том, что, несмотря на неслабое эго, Кун никогда не недооценивал соперников и всегда стремился стать еще лучше. Он работал над игрой без перерыва, совмещая теорию с активным гриндом. Уже в первый год он сумел сам заплатить за обучение в колледже. По его словам, после этого он впервые в жизни стал с радостью просыпаться по утрам. А первый значимый успех пришел в 2009 году, когда Куну удалось выиграть весенний чемпионат Скуп на Poker Stars. Заработав почти $300 тысяч, Джейсон продолжил свой путь уже за живыми столами. Нельзя сказать, что Кун отказался от игры в онлайн-румах. Он до сих пор проводит время за виртуальными столами. А в прошлом году даже стал амбассадором своей первой витрины Poker Stars. Но живой покер привлекал его новой атмосферой и новыми возможностями. Первый зафиксированный приз достался ему еще в 2008 году. Тогда он получил $2000 за 17 место в дипстеке на серии «Экстраваганда» в Лас-Вегасе. В начале 2009-го он пробовал свои силы еще в нескольких событиях и пополнил банкролл на 8000. После заноса в онлайн он взял небольшой перерыв и вернулся в казино лишь на старте мировой серии. Он дважды попал в призы, оба раза в турнирах за 2000, что принесло ему еще 27 тысяч. А в ноябре он снова участвует в дипстек экстраваганца и доходит до 3-го места, зарабатывая $62 тысячи. В октябре 2010 года Джейсон обновляет Best Cash. На фестивале Феста Аль-Лага в рамках Всемирного покерного тура он занимает 4-е место в 10-тысячнике и получает $226 тысяч. А 24 августа 2011 года он получает первый трофей в оффлайне. Правда, случилось это не на представленной серии, а в специальном пригласительном турнире Legends of Poker с бай-ином $500. А следующий личный рекорд снова связан с Poker Stars. В январе 2012 он едет на Багамы, где принимает участие в нескольких событиях Caribbean Adventure фестиваля, организованного под эгидой онлайн-рума. В турнире за 25 тысяч он становится 4-м и зарабатывает $272 тысячи. Приблизительно в это время Кун увлекается новой для себя дисциплиной – омахой. Он не собирается переходить в нее, но с удовольствием разнообразит соревнования. В мае он участвует в турнире мировой серии в формате Heads Up, в котором оппоненты сражались одновременно в обеих дисциплинах – холдеме и омахе. Ему не хватает совсем немного для первого браслета – 2-е место. 2 следующих титула Джейсон выигрывает весной 2015-го. Сперва он побеждает в 50-тысячнике на серии LA Poker Classic в Лос-Анджелесе, заодно обновив личный рекорд призовыми в 436 тысяч. А затем выигрывает 5-тысячник европейского тура в Монако. Новый прорыв случается летом 2016-го. Кун уже звезда покера, признанный мастер холдема и один из самых опасных оппонентов за столами. Но кроме браслетов мировой серии, в послужном списке явно не хватает семизначных призов. В июле он занимает 1-е место в хайроллере казино Беладжо, зарабатывая $500 000. А в августе регистрируется в турнире за $5000 на фестивале Seminole Hard Rock. Преодолев поле из 847 участников, Кун получает долгожданный миллион. В январе 2017 года он снова первый в чемпионате от Poker Stars на Багамах и обновляет свой рекорд – выигрыш $1 650 000. А в мае 2018-го пробует силы на относительно новом фестивале Тритон в Черногории. Там он участвует в 2 событиях по еще одной не самой распространенной дисциплине – шорт-деку. В первом он занимает 4-е место, а 2-е заносит. $3,5 миллиона призовых. Снова рекорд. Правда, повысить эту планку Джейсону пока не удалось. Впрочем, по покерным меркам он совсем юный игрок, поэтому стоит ожидать от него новых достижений. Итак, Кун – топовый хайроллер, имеющий возможность регистрироваться в любых соревнованиях и вызывающий трепет у большинства соперников. Вот только самый престижный трофей в мире покера – золотой браслет мировой серии – постоянно от него ускользает.
Лишь в октябре 2021 года ему наконец удается завоевать украшение. Причем получил он его, исправив первую пробу на заре своей карьеры в оффлайне, в чемпионате по хедс-апу. В декабре 2023 года он был близок к тому, чтобы пополнить список, но в последний момент не сумел переиграть Масаши Ойя в 100-тысячнике в Soap Paradise. Таким образом, игрок, собравший за карьеру в оффлайне почти 60 миллионов призовых, между прочим, 4-й в мировом рейтинге, сумел завоевать лишь один браслет. Многие считают это большой несправедливостью, но сам Джейсон вряд ли сильно расстраивается, тем более, что у него наверняка еще будут шансы пополнить коллекцию. Джейсон не поддерживает отношения со своим отцом. Он говорит, что не держит в сердце обиду на него. Но дело не в прощении, а в осознанной проработке детских травм. В свое время гнев в отношении отца помог ему зарядиться мотивацией, но на долгой дистанции это чувство больше вредит, чем помогает. Избавившись от ярости и отпустив прошлые обиды, он стал счастливей. Со своей будущей женой Бьянкой Армстронг Кун познакомился в 2007 году, когда они оба были студентами Уэслианского колледжа. Джейсон говорит: «Когда она вошла в мою жизнь, она начала указывать мне на то, что я делаю неправильно, хотя я этого не понимал. Она говорила, что это недопустимо в обществе, ругалась, извергала негативную энергию. Она держала меня в узде и поддерживала, всегда следя за тем, чтобы у меня было все необходимое. Именно Бьянка стала человеком, сумевшим разбить внутренние стены Куна, сформированные детскими травмами. Более того, она помогла ему проработать ошибки его отца и стать отличным отцом для их первенца, который родился в 2021 году. «В детстве со мной случалось что-то плохое», — говорит Джейсон. «Мой отец так много раз меня обманывал, а я хочу быть отцом все время. В жизни есть баланс. Может быть, я был бы ленивым, немотивированным, избалованным ребенком, если бы мой отец обращался со мной лучше. Кто знает, но я точно знаю, что в результате этого я стану отличным отцом». Репутация Куна в сообществе почти образцовая. Он никогда не позволяет себе грубостей, колкостей, никогда не стремится кого-то оскорбить. Наоборот, при внешних дерзости и целеустремленности он до сих пор ощущает в себе остатки синдрома самозванца. Тот же Гальфанд рассказывает: помимо дружелюбного и позитивного парня, которого все видят, он постоянно старается ставить других людей выше себя. Он сделал для меня в десятки раз больше одолжений, чем я для него. Я не могу угнаться. Он самый заботливый, поддерживающий и вдумчивый друг, о котором можно только мечтать. Впрочем, благодаря супруге и надежным друзьям, Кун давно избавился от необходимости что-то кому-то доказывать. Он сам признает, что в последние годы наконец смог выдохнуть, расслабиться и начать получать от жизни настоящее удовольствие. В 2024 году он брал небольшой перерыв от покера, но уже вернулся за столы и готов к новым сражениям. На этом все. Благодарим за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И пишите в комментариях, о ком бы вы хотели узнать в следующих роликах. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Фила Айви, Никиты Бодяковского, Фила Хельмута, а также очаровательной покеристки Кристен Фоксен. Рекомендуем посмотреть. Пока-пока!